Сегодня с нами своим мнением относительно найма линейного персонала с оплатой за результат делится Алексей Белов, коммерческий директор компании «Контакт-центр. Открытая линия». Добрый день, Алексей. Здравствуйте. На ваш взгляд, кому может потребоваться быстрый найм персонала? Быстрый найм линейного персонала требуется чаще всего компаниям торговым, например, федеральным и региональным сетям, продуктовым, непродуктовым, у которых имеют массовое представительство в различных регионах нашей страны. Соответственно, вакансии различные, это могут быть и кассиры, продавцы, и работники торгового зала, мерчендайзеры, кладовщики, грузчики, так и курьерские сотрудники, потому что помимо офлайна сейчас очень сильно развивается онлайн-торговля, и компании из этой сферы деятельности имеют большой спрос на найм курьеров. Соответственно, вот такие вакансии чаще всего закрываются с помощью массового линейного найма. А как можно быстро закрывать потребность в персонале? Есть несколько вариантов для закрытия позиции линейного персонала. Прежде всего, и у большинства компаний существует внутренний отдел рекрутинга, найма персонала, где существует определенное количество рекрутеров, которые на ежедневной основе проводят работу с базами кандидатов с различных систем, там Superjob, Headhunter, Работа.ру, Worky и так далее. И, соответственно, обрабатывают отклики, совершают холодные звонки для того, чтобы привлечь этот персонал к себе. Но со штатом обычно бывает ситуация такова, что в сезоны, когда тебе нужно много персонала, когда нужен более высокий найм, твоего штата может не хватать. Тебе может не хватать ресурсов твоих рекрутеров, и ты вынужден как компания, как предприниматель привлекать дополнительное количество рекрутеров, да, дополнительных. Это могут быть как штатные рекрутеры, так и внештатные, на временные договора. Вот я считаю, для бизнеса очень важно соблюдать этот баланс. То есть слишком много людей будет невыгодно, потому что операционные издержки, они каждый месяц фиксированы, да, и в сезон спада это будет практически убыток. То есть люди не будут загружены и так далее. Есть альтернативный вариант, можно привлекать кадровое агентство. Кадровое агентство под вашу заявку, как компании, привлекают кандидатов под ваши требования. При этом вы оплачиваете как бизнес работу по факту. То есть вы взяли сотрудника, заплатили какое-то вознаграждение кадровому агентству, сотрудник отработал испытательный срок, заплатили еще. Чаще всего это работает так. В общем и целом обычно кадровое агентство берет от 30 до 100% от заработной платы сотрудника в зависимости от договоренностей. Это вот такие две классические схемы, которые всегда используются. Но в последнее время все больше в трендах находятся новые способы. Это некие интеллектуальные платформы. У нас развиваются цифровые технологии, появляются платформы с искусственным интеллектом, которые позволяют сократить человеческий труд, уменьшить его, потому что он дорогой. И эти платформы, они в том числе и работают с Big Data, с нашими данными, с теми данными кандидатов, которые находятся на любой платформе, на тех же трудовых ресурсах, только они одновременно работают со всеми этими платформами с трудовыми ресурсами. Они анализируют кандидатов, их поведение анализируют. Они убирают дубли, потому что, естественно, кандидаты обычно они и регистрируются и на разных площадках. И, соответственно, вот эти вот платформы интеллектуальные, они серьезно сокращают временные и трудовые затраты на человеческие кадры. Но эти платформы, они могут решать только часть проблемы. Первичного фильтрации, первичного подбора откликов. В дальнейшем необходимо, чтобы эта платформа работала в симбиозе, в связке с отлаженным коллективом рекрутеров.
когда вот эти теплые отклики, которые находит платформа, которые соответствуют твоим требованиям, они быстро, мгновенно отрабатываются рекрутерами, и теплые кандидаты, которые попадают, они быстро, соответственно, им назначают собеседование и уже имеют возможность в дальнейшем трудоустроиться в компании. Наша компания, контакт-центр «Открытая линия», несколько лет занималась проблематикой массового найма. Мы работали на сети, мы работали на кадровые агентства и выполняли вот эту работу первичной фильтрации. И при этом мы имели возможность использовать разные технологии, разные системы для вот эти автоматизированные, для рекрутинга. И в итоге мы пришли к тому, что мы решили создать свой продукт, назвали мы его «Быстростав». Это некая технологическая платформа, которая как раз в себе объединяет и как CRM-систему управления кандидатами, так и интеллектуальные возможности по анализу вот этой вот всей базы кандидатов, так и вот эта вот связка с людьми, с рекрутерами, с группой, с пулом рекрутеров, которые быстро осуществляют прозвон и совершают уже дополнительное собеседование и приглашение кандидатов на финальное собеседование в компанию. И вот эта платформа, мы ее сейчас активно используем и считаем, что очень важным преимуществом ее является то, что компания, как заказчик, она оплачивает нашу работу за результат по факту трудоустроенного сотрудника. А какие объемы кандидатов можно обеспечивать заказчику по технологии «Быстростав»? Прежде всего объемы, которые может выполнять неважно кто, система, кадровые агентства, рекрутеры штатные, они зависят, конечно же, от непосредственного рынка труда в том или ином регионе, где необходимо набрать кандидатов. Потому что если сравнить маленький поселок городского типа и сравнить город-миллионник, понятно, что количество кандидатов на ту или иную роль ограничено чисто физически, наличием этих кандидатов в зоне действия этой торговой точки или другого представительства компании. Поэтому здесь, скорее всего, прежде всего идет речь о скорости найма свободного на данный момент кандидата, который есть в рынке. Важно это сделать быстро. Да? А так, если говорить об объемах, то мы как платформа мы готовы поставлять порядка сотнями кандидатов в день на конкретные вакансии, если рынок труда это позволяет. А почему важна скорость в этом процессе? Скорость важна прежде всего, потому что ни одна компания не работает на рынке одна. Если мы возьмем, к примеру, торговый ритейл продуктовый, то понятно, что у нас в любом регионе существует конкуренция между торговыми сетями. Конкуренция за клиента и также конкуренция за сотрудника. Сегодня ты не нанял, не позвонил вовремя этому кандидату, он ушел к твоему конкуренту работать. Поэтому скорость найма, вот эта скорость отработки, как только кандидат появился в системе, система его проанализировала, что он свежий, он теплый кандидат. Если ты быстро его не отработаешь, скорее всего он уйдет к твоему конкуренту. Потому что линейный персонал – это массовый персонал. Он может так же, как к продуктовому ритейлу подойти, так и не к продуктовому. Этот же кандидат может подойти и к другой сфере бизнеса, не стать оператором колл-центра, например. Да? Поэтому важно, скорость здесь очень важна, что ты должен быстро найти этого кандидата и быстро пригласить его на собеседование. Какая предусмотрена форма оплаты за эту услугу «Быстростав»? Мы считаем, что, как я сказал, самой справедливой является оплата за сделанную работу. То есть мы разработали такую систему, при которой компания-заказчик вносит некий депозит за определенное количество вакансий, например, за закрытие 5 вакансий. Надо набрать 5 или 10 человек, например. Да? Он вносит депозит, компания, и при этом этот депозит она может расходовать некоторое количество времени. На следующий же день нам достаточно суток для того, чтобы начать поставлять кандидатов в компанию. И компания, соответственно, закрывая вакансию, переводя сотрудника в обучение, беря его уже, когда он берет его в работу, компания при этом, мы перед этим отчитываемся за то, что мы закрыли данную вакансию. Идет оплата фактически за результат. Если по каким-то причинам мы не закрыли то количество кандидатов, которое требовалось, все деньги за незакрытые вакансии возвращаются обратно заказчику. Могли бы вы назвать основные преимущества такого способа поиска персонала? Конечно, мы и создавали, собственно, этот продукт
анализируя текущий рынок найма. И мы понимали, что реально требуется работодателю. Потому что мы, как контакт-центр, мы и есть работодатель. Мы на себе испытали все боли и тяготы привлечения кадровых агентств, и работы с наймом со штатными сотрудниками, с привлечением внештатных сотрудников. То есть мы испытали вот эти все сильные и слабые стороны, мы поняли, что работает, что не работает, какие медийные истории работают, где публикации работают и так далее. Поэтому мы проанализировали и пришли к выводу, что важно работодателю. Важно закрыть вакансию быстро, важно закрыть ее за разумный бюджет, который компания себе устанавливает. Желательно, чтобы, если это линейная позиция, чтобы этот бюджет был фиксирован, чтобы мы понимали, за одного кандидата мы платим 3000 рублей. Все. Это нас устраивает, нам нужно 10 кандидатов, мы заплатили 30, фиксированный бюджет, нам понятно. Мы хотим платить за результат. И, соответственно, чтобы возможности масштабирования, сегодня нам надо больше, сегодня нам надо было меньше, то есть чтобы мы могли этим как-то управлять. Вот за основу платформы Быстростав мы взяли именно вот эти вот требования. То есть и считаем, что в принципе, достаточно широкому кругу бизнеса именно эти требования и важны. Вот это я и считаю этими преимуществами. Спасибо. Вопрос найма линейного персонала с оплатой за результат мы обсуждали с Алексеем Беловым, коммерческим директором компании Олайн. Спасибо вам. До свидания.